Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой очень стильный, в классическом таком стиле, изумрудный джемпер на лето. Мы разберем с вами полностью описание на несколько размеров, от 42 до 54 размера будет составляться сегодня описание. Как видите, джемпер у нас используется лицевая гладь и ажурный узор, да, и это сочетание очень изящно и, в общем-то, интересно смотрится. Там, где надо, все закрыто, да, и в то же время такая вот изящная изюминка, ажурные рукавчики и низ нашего джемпера. Поэтому я и говорю, что это такая, знаете, неустаревающая классика, да? То есть у нас обычный крой, классический, рукав с проймой, и, в общем-то, все очень стильненько, красивенько, на любой возраст подойдет такой джемперочек. Вот. И в то же время не слишком вычурно и не слишком просто, да? То, что надо, в самую точку. Дизайнер этой модели попал в самую точку. Итак, давайте сегодня, как всегда, начнем с выбора пряжи, спиц. Затем мы с вами подробно рассмотрим выкройку, схему, свяжем этот узор, определим плотность образца, да? Сделаем влажную тепловую обработочку его вначале, а потом я покажу, как я определяю плотность, рассчитываю. Ну а потом у нас самая интересная часть – это описание будем составлять с вами на много размеров. Итак, первое, что выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого изумрудного джемпера я выбрала пряжу соответствующего цвета. Yarn Jeans, 81 цвет у нас номер. Так, турецкая пряжа, 50 грамм, 160 метров, состав 55 хлопок, 45% полиакрил. Прекрасная ниточка, давно про нее говорю, часто рекомендую. Вот так она выглядит у нас в увеличенном виде, да, я показываю. И вот наш узор. Так, спицы я буду использовать, девочки, 3,5. И вот такой у нас узорчик. Здесь 6 раппортов связано. Очень красивый, незамысловатый. И, в принципе, очень легенький. В то же время довольно благородно смотрится, согласитесь. Так, цвет действительно отличается от обычного голубого. Неким таким присутствует в нем изумрудность какая-то такая, знаете, лазурь. Так, ну и в общем, много говорить об этом узоре не нужно. Давайте посмотрим схемочку. Схема узора у нас очень простая. Всего 6 рядов в высоту и 8 петель в ширину раппорт узора составляет. Да? Очень легкий и очень простой узорчик. И в то же время он смотрится довольно интересно, как кружевной такой мотив. Так, ну про условное обозначение все тут на ваших глазах есть. Делайте, девочки, скрин схемы. Давайте посмотрим выкройку. Выкройка у нас тоже очень облегченная, простая. Вот не умещается она у меня вся. Ну, в общем, смотрите, составлена выкройка, значит, на размеры аж целых, получается, 42-44 первый идет, да, второй размер 46, я его отдельно выделила, третий размер 48-50,
И четвертый размер 52-54. Не слишком свободного кроя она, такая, знаете, ну и не облегающая в то же время, такая, все, что серединка золотая, да. Так, и рукав, как видите, у нас с квадратной такой проймой. Здесь вот оката нет, в принципе. Он есть, вернее, но такой тоже упрощенный вариант. Поэтому эта модель очень хорошо подойдет для начинающих вязальщиц. Самое сложное, что им здесь сделать надо будет, связать ажурный узор и сформировать вот эту вот вырез горловины. Слегка закругленный он у нас будет. Но в описании я все это учла и вам подробно рассказала, как попетельно закруглить вот этот вырез горловины, сформировать. Так, наше описание на те размеры, которые я перечислила, перед вашими глазами. У нас есть пряжа 350-450 грамм приблизительно. На маленький размер там, наверное, и 300 хватит, девочки. Так, ну и вот эти все попетельные наши расчеты я подробно рассказываю, из чего складываются эти петельки в конце видео, после того, как мы свяжем образец. Да? Спицы 3,5, как я уже поясняла. Так, ну и в общем здесь идет у нас последовательность наших действий, где мы переходим с ажурного узора на лицевую гладь. Я рассказываю, почему это все в рядах надо мерить, а не в сантиметрах. То есть почему надо переводить в ряды, там идет пояснение по поводу вертикальной плотности. Для чего мы ее вообще считаем, я тоже рассказываю. Смотрите внимательно, особенно новички или гости моего канала, которые впервые зашли, и как бы для них эта информация еще является как бы новенькой, да. Рукава, то же самое, подробно рассказываю, как скос сформировать. Самое сложное, что в вязании данного рукавчика, это скос, где надо будет прибавлять петельки одновременно и равномерно. Так, и в общем-то все, да, сшили все детальки и обвязали горловиночку столбиками без накида крючком, либо рядочком можно связать на спицы, набрать и такую небольшую беечку связать, может рядочек, а может быть и два, да? Ну так, чисто для эстетики, обработать вот этот край выреза горловины. Так, ну и все, собственно, давайте приступим к вязанию узора. У нас очень простой сейчас узор будет связаться. Обращаю ваше внимание, смотрите, всего 6 рядов и 8 петель в ширину раппорт составляет. То есть набирайте любое количество петель, девочки, кратное 8 плюс 1 для симметрии. Я набрала 35 петель, да, то есть у меня 34 раппорта по 8 петель, 1 для симметрии и 2 кромочные. Попробовать решила. Вот уже тут много раппортов в высоту связала. Очень-очень простой узор. Итак, давайте с вами начнем вязать. Я буду показывать, девочки, один раппорт, потому что смысла нет повторяться, правда? Значит, первая кромочная и вяжем лицевая, накид, 2 лицевые, три вместе лицевой, с наклоном получается влево, и снова 2 лицевые, накид, лицевая. И вот смотрите, накид связали, на этом раппорт заканчивается и начинается уже второй раппорт. То есть смотрите, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, снова 2 лицевые, накид, да? Понятно. Итак, второй раппорт вяжем, уже третий, вернее, вяжем. Лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, снова 2 лицевые,
накид, третий раппорт. Ну ладно, давайте уже до конца ряда. И четвертый раппорт, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид. И для симметрии у нас идет 1 лицевая петля, крайне левая, кромочную вяжем изнаночной. Связали первый ряд, да? Так, все четные ряды вяжутся изнаночными петельками, в том числе и накиды. Вяжем третий ряд с вами. Значит, таким образом вяжем. Первая кромочная, 2 лицевые у нас вяжутся, накид, лицевая, 3 вместе лицевой по центру с наклоном влево, снова лицевая, накид, лицевая. Раппорт связали, да? Второй раппорт показываю, снова 2 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая. Все, самостоятельно, девочки, пробуем. Пятый у нас с вами ряд. Вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 вместе лицевой по центру с наклоном влево, накид, 2 лицевые, связали. Первый раппорт. Ну, второй раппорт также 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые. Повторяем, девочки, раппорт до конца ряда. Я связала до конца раппорт, да, то есть 6 рядов у нас раппорт. Вот что у нас получается. В итоге сейчас нам надо сделать влажно-тепловую обработку образца и посчитать плотность. Итак, горячим паром обдаем наш образец. И вот так его растягиваем в разные стороны. Он очень влажный и хороший. Легко поддается. Сейчас нам надо еще разочек его на края обратить внимание. Края у нас тоже будут участвовать в расчете, поэтому их надо тоже очень тщательно отпарить. Все. Оставляем в таком свободном состоянии нашу красоту сохнуть. Измеряем с вами ширину полученного образца. 18 сантиметров. Набирали 35 петель. 35 поделим на 18 сантиметров. Получаем, ну давайте напишем 1,95. Более точно будем. В 1 сантиметре 1,95 петель. Так, давайте дальше. Теперь у нас будет сейчас измеряться длина. Также я прикладываю линеечку. Край немножко волнистый. Вот у меня 15,5 получилось. И тоже, ну все равно 15,5. И посчитаем, сколько рядов у нас участвует. У меня связано 6 раппортов, девочки. И по 6 рядов каждый раппорт. То есть 36 рядов всего. И поделим еще разочек. Давайте. 15,5 давайте поделим на 15,5 сантиметров. Но это будет 2,3. Запишем. В 1 сантиметре 2,3 ряда. Вот такая вот плотность сейчас будет у нас участвовать с вами в расчетах. У нас будет вот такая выкройка. Очень простая. Как раз подходит для мастериц, которые имеют, ну, не очень большой опыт еще пока в вязании. Смотрите, здесь у нас, видите, квадратная пройма, да, вырез горловины только по переду, по спинке прямо вяжем.
В общем, давайте, девочки, начнем с того, что сколько у нас будет петелек набираться на тот или иной размер. Размеры я вам уже озвучивала, сейчас еще раз повторю. Размер 42-44, ширина спинки 46 сантиметров. Набираем 91 петлю. Почему 91? Объясняю. 46 умножаем на нашу плотность по горизонтали. Мы ее посчитали. Вот это число 1,95 петель. 46 на 1,95 будет, видите, какое число? 90, но если округлить. Но нам надо, чтобы было 91 петля. Объясняю почему, чтобы узор красиво сел. Смотрите, 91 петля мы поделим на 8. Это число петель в раппорте. Получаем целое количество раппортов, 11 раппортов. То есть 11 на 8, это 88 петель. У нас, помните, одна петля была для симметрии, крайне левая. То есть мы добавляем еще плюс 1 и добавляем 2 кромочные, плюс 2. Вот искомая наша 91 петля, которую надо набирать на этот размер. Второй размер считаем. 46 размер, ширина спинки 51 сантиметр. 51 умножаем на 1,95 плотность, это будет 99 петель. Так, и здесь у нас будет уже на раппорт больше, да, то есть не 11 раппортов, а 12 раппортов. Смотрите, 12 умножить на 8, это 96 петель, одна петля для симметрии и 2 кромочные. Вот наши 99 петель. Аналогичным образом я определяла для следующих размеров. 48-50. Ширина у меня была 55 сантиметров, 107 петель у меня получилось. И для размера 52-54, 59 сантиметров ширина и получилось 115 петель. И, соответствующе, увеличиваем раппорты. Здесь 13, здесь 14 раппортов, плюс 1 петля для симметрии во всех случаях. Так, понятно все. Теперь давайте определимся с вами с вырезом горловины, плечом и проймой. Ну, про пройму давайте начнем. Самое вяжем снизу, и пройма начинается у нас. У проймы будем закрывать 4 сантиметра. У нас, видите, глубина проймы. Единожды, одним разом закроем сразу 8 петель. Почему 8? Я 4 умножил на нашу плотность 1,95, получилось целое число 8 петель. Ну, на все размеры. Но смотрите, здесь тоже нужно подходить довольно избирательно, поскольку у кого-то плечи широкие, у кого-то наоборот узкие. То есть здесь, девочки, померите, чтобы не слишком уж там сильно свисало или наоборот не слишком были короткие плечи. Это все от индивидуальных особенностей фигуры зависит. Все-таки вот эта вот циферка. Это такие средние показатели, но будьте внимательны в этом месте. Так, теперь вырез горловины. Смотрите, стоят мерки 12 сантиметров. 12 сантиметров это на первые два маленьких размера. 42, 44, 46. Дальше побольше. В общем, я также 12 сантиметров, это 24 сантиметра, это половинчатый размер на выборке. 24 сантиметра ширина выреза я умножила на нашу плотность 1,95. Получилось 47 петель. Для размера 48-50 я сделала 49 петель. И для размера 52-54 51 петлю я сделала. Соответствующим образом рассчитала, что остается на плечи. Каким образом? Давайте на примере первого размера покажу, как плечи я считала. Смотрите, значит, 91 петля у нас участвует. 91 отнимаем. Пройма 4 сантиметра. 8 петель. У нас 2 проймы. Минус 16 петель пройма. И минус вырез горловины 47 петель. Остается 28 петель на плечи. Делим на 2. У нас 2 плеча. На каждое плечо 14 петель получилось. Видите, да?
Таким же образом я определяла на другие размеры. У меня получилось на 46 размер 18 петель, 48, 50, 21 петля, 40 и 52, 54, 24 петли на каждое плечо. Так, давайте теперь с вами перейдем к рукавчику. По низу у меня также на размеры получились такие петельки. Тоже зависит от ширины, которую вы должны умножить на плотность. Я умножила, у меня получилось 51 петля. Второй размер 46, 59 петель. На 48, 50 и 52, 54 67 петель. Но, возможно, эти цифры понадобится немножко откорректировать, чуть пошире сделать, особенно на 52, 54. Зависит от толщины вашей руки, да? Так, и сразу же у нас включаются петли в узор. Ну, вы сами уже понимаете, 51 петля, предположим, да? Что это значит, из чего она состоит? Как я уже учил, 51 петлю делим на число петель раппорта, это 8. Получаем 6 целых раппортов. 6 раппортов на 8, это будет 48 петель, плюс 1 петля для симметрии, 2 кромочные. Вот наши, из чего сложились 51 петля, да? Понятно. Также на те другие размеры. Так. И скос сразу начинается формироваться у нас скос. Я уже посчитала, сколько по скосу у нас идет. 8 петель у нас на все размеры прибавочка идет. Высота скоса составляет 14 сантиметров. И я перевела эти сантиметры 14. Перевела сразу по вертикальной плотности, умножила на 2,3. Это плотность, которую мы с вами по вертикали определяли. Видите? То есть нашу высоту скоса, это высота в сантиметрах, умножить на 2,3, получилось 32 ряда. И вот эти 32 ряда нам надо поделить с вами на число петель, которые нужно прибавить, 8. Поделили на 8, получилось число 4. То есть в каждом 4-м ряду мы будем с вами делать прибавочки по рукавчику, чтобы равномерно распределить эти петли. Это по каждому скосу прибавка идет. 8 петель. Понятно, да? И в итоге через 32 ряда мы 3 сантиметра еще вяжем высоту, не прибавляя. И затем свободно закрываем все петли. У нас на спицах должно быть на первый размер 67 петель, на второй размер, это 46 размер, 75 петель. На следующие два размера 48, 50, 52, 54, 83 петли. Вот, все закрыли, и затем идет сборка. Хотела бы про вертикальную плотность заострить внимание. Смотрите, любой вертикальный размер на выкройке надо переводить в ряды и вязать согласно вот этим переводам, то есть руководствуясь рядами, а не сантиметрами. Предположим, вот у нас с вами идет ажурный узор на высоту, снизу вяжем спинки и переда 22,5 сантиметра на выкройке. Эту цифру вы можете под себя отрегулировать, ее можно увеличить, уменьшить, то есть от своего желания. Но мы вяжем точно как на модели, поэтому эту величину я перевяжу в плотность по вертикали, которую я вам уже показывала. В 1 сантиметре 2,3 ряда умещается, да? То есть вот эту циферку 22,5 надо умножить на 2,3. 22,5 сантиметра умножить на плотность 2,3. Получаем, округляем 52 ряда. Ряды обычно пишут четными показателями, четные ряды. Так, вот 52 ряда связали и переходим, девочки, на лицевую гладь. И до проймы еще у нас стоит мерочка 20 сантиметров. Но мы будем не линейкой мерить эти 20 сантиметров, а мы с вами будем переводить это в ряды. И вязать будем в рядах. То есть 20 сантиметров я умножаю тоже на плотность 2,3. У лицевой глади она будет такая же, как у узора. 20 на 2,3. Получаю 46 рядов. То есть лицевой гладью до проймы после окончания узора мы вяжем еще 46 рядов. То есть вот таким образом строится принцип вязания наш. Обязательно все сантиметры по горизонтали мы переводим в петли.
и вяжем согласно плотности, да, то есть переводим все сантиметры, умножаем на плотность, и получается петли. А все сантиметры по вертикали мы умножаем на плотность по вертикали и получаем ряды. И вяжем согласно показанным вот этим нашим показателям, которые получились расчетным путем. Вот, мои хорошие. Ну, про вырез горловины, как его закруглить, я в описании сделаю. Вот это вот все подробно расскажу там в описании под видео. Будет выложено описание на все эти размеры, которые мы с вами сейчас разобрали. Так, ну и все, в принципе. Я надеюсь, что все будет понятно и доступно. Описание в вашем свободном доступе. Выкройку вы видели, узор мы с вами вязали. Схема у вас есть. У вас есть все, девочки, для того, чтобы связать этот красивый джемпер на лето. Он очень простой, очень несложный и, тем не менее, довольно изящный. Согласитесь. Итак, до новых встреч. Желаю вам удачи.